Сегодня просто нереально классный проект. Даже сейчас, когда искусственный интеллект решает сложные задачи, а робототехника шагнула далеко вперед, в большинстве случаев в современном мире самым дешевым, простым и востребованным топливом является древесина. У меня дом из бруса и мастерская каркасного типа, тоже из древесины. Древесина – это топливо, это строительные и отделочные материалы. Из дерева изготавливают мебель, предметы обихода, посуду, украшения, музыкальные инструменты, даже медикаменты. Она вообще везде вокруг нас. А самое важное в древесине – это то, что это возобновляемый ресурс. Даже первый человек в руки взял палку, а не камень. Здравствуйте, друзья! Привет-привет! У меня дома есть камин, и мы им пользуемся постоянно. С ним не только красиво и уютно, но и тепло. Тема горелок, отопления и печек мне очень нравится. Я делал много различных проектов этого направления, как новых, так и улучшенных конструкций, а есть совсем экспериментальные. Вот это вот все. Машина. В мастерской у меня несколько дублирующих отопителей, и одна из них – это стеклянная турбопечь с автоматической подачей топлива. В качестве горючего используются палеты. Это прессованные гранулы из древесных опилок. Печь получилась просто супер. Горелка работает как ракета. Но подготовка дров тоже важна. У меня есть старенький 170-й штиль. Ему уже лет 15, но пока работает как часы. Для колки дров, конечно же, топор. Основной колун тоже старенький. Служит верой и правдой с момента моего переезда из квартиры в частный дом. А это уже лет 15. Так как мы с семьей ездим на машине на рыбалке и любим кемпинг на пару недель, я определил для себя необходимый минимум инструментов, что должно всегда быть с собой. Все должно быть качественным, надежным и доступным, чтобы не могло подвести в нужный момент. В машине классная аккумуляторная тихая пила Хётер. Эта модель у меня недавно. Аккумуляторы всегда заряжены. Аж 2 штуки. И, конечно же, топор среднего размера. Колун с собой возить нет смысла. Были у меня и самодельные проекты, например, электромеханический щепокол для утилизации строительных обрезков досок. Конструкция спорная, но очень занимательная и интересная. Для более мощных работ, как альтернатива бензопиле, я делал насадку под УШМ. И работает тише, и бензин не нужен. Но нужна розетка, если аккумуляторной болгарки нет. И я решил сделать проект очень маленькой аккумуляторной пилы. Но не простой, как продают в магазинах, а очень мощной. Все получилось как нельзя здорово. Мощность пилы почти 2 лошадиные силы. Цепь нормального взрослого размера. А вес ее меньше 2 килограмм. Представляете? Технологии не стоят на месте, и сегодняшний проект, хоть и не очень сложный, но технологичный и интересный. Вы знаете, что я пользуюсь 3D принтером и применяю его в своих проектах. Но сегодня все вышло на новый уровень. У меня появился принтер FLSAN T1 Pro. Это следующая модель моего старого V400. У него улучшенные характеристики и есть термокамера. А значит, я теперь могу печатать инженерными пластиками, даже нагруженные детали, например, шестерни. Возможности очень сильно расширяются, а скорость печати выросла с 400 до 1000. Это просто сумасшедший быстрый принтер. По-быстрому его собрал и уже запустил печатать сегодняшний проект. В программе Fusion 360 накидал чертеж и по нему уже сделал модель. Модель состоит из станины, на которые будут крепиться все детали. 2 крышек с разных сторон, их я буду печатать параллельно на старом принтере из простого пластика. И 2 накладок на ручку для удобного хвата рукой и скрытия проводов и регулятора оборотов. Нашел отличную функцию в приложении. Наблюдать за печатью через интернет реально удобно. Мотор будет тот же самый. У него 890 оборотов на 1 вольт напряжения. В моей конструкции он будет раскручиваться почти до 15 000 оборотов в минуту. На валу крепление как на УШМ.
но вместо диска звездочка под шаг моей цепи. Управлять мотором будет контроллер двигателя с пиковым значением тока аж 100 ампер и регулятор, подключенный к контроллеру для изменения параметров скорости и режимов работы. Конечно же, я предусмотрел красивый выключатель-кнопку и разъем зарядки. Питаться все это будет от 8 аккумуляторов, собранных в батарею в 4 пары. Заряжает их контроллер заряда с балансировкой аккумуляторов. Так, цепь и шина. Цепь очень качественная, от компании Oregon. А шина Makita небольшого размера, всего 8 дюймов. Можно поставить любую взрослую шину, хоть на 14 дюймов, но мне нужна компактность. Печать уже скоро закончится, и по-быстрому все соберу. Я печатал тестовые варианты для визуальной оценки и сравнения со своей аккумуляторной пилой. Хотел, чтобы она была такой же удобной в обращении. Все допечаталось, и пора начать сборку. Все детали устанавливаю на свое заранее предусмотренное место. За кадром припаял, как и что должно быть. Вот такая красота получилась. Рассчитан каждый миллиметр. Заднюю крышку назад, а накладки на ручку с двух сторон. Теперь последний штрих. Установка и натяжка цепи. Шину и крышку крепят и прижимают 2 болта. Все готово к испытаниям. Какая же красивая она получилась. Это просто чума. Сначала заводской вариант для сравнения, а потом мой. Аккумуляторный инструмент постепенно вытесняет бензоинструмент и тем более электроинструмент, работающий от сети. Позже доработаю проект, чтобы была автоматическая подача масла на цепь. Пила получилась просто крутая. Она не уступает по характеристикам моей старой бензопиле «Штиль», но она легкая, меньше 2 килограмм. Она мощная, почти 2 лошадиные силы. Она тихая и очень компактная. А самое главное, она сделана своими руками и в домашних условиях. Друзья, как всегда, буду рад вашему поставленному лайку и комментарию под видео. Ссылки, как всегда, в описании. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. Увидимся на канале. Пока-пока.